Эй, да где это включается-то? А, вот! Включение ПК. Процесс, на который мы буквально не обращаем внимания. Включили его и что с того? Рукой, ногой, другими методами, неважно. Базовая проверка ПК, очередь загрузки и запуск самой системы. И вот загрузка ОС, особенно Windows, процесс, который в эпоху ее старых версий казался медленным и нудным, а со временем стал настолько быстрым, что не успеешь отойти в другой конец комнаты, как система уже полностью загружена. Любой такой процесс загрузки начинается, конечно же, с его экрана. Если условно в Windows 98 была красивая картинка на фоне облаков, то сейчас это все стало минималистично. Не потому, что такова дизайн-мода, а сами компьютеры в целом стали быстрыми. Следовательно, мало кто будет рассматривать детали этого экрана, если только ваш ПК не упал в режим восстановления, но это уже детали. В этом видео мы рассмотрим процесс загрузки Windows и посмотрим на то, как менялся экран загрузки, что находится внутри и как это работает. И это еще не все. Присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. И самое время задать вопросы. А как вообще происходит загрузка? Загрузчик любой системы хранится в MBR или же в Master Boot Record. Он хранится на первых 64 секторах жесткого диска. Задача всей этой затеи в просмотре всех записей об имеющихся на накопителе разделах и поиске хоть какой-нибудь записи об активном разделе. Активный раздел же называется загрузочным, и в случае успеха управление компьютером передается загрузчику. В противном случае врывается BIOS и выдает надпись Missing Operating System или Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter. Если каким-то чудом MBR находит более одного загрузочного раздела на накопителе, то выходит ошибка Invalid Partition Table. Нынешняя же ПК с UEFI просто находит специальный FAT32 раздел, загрузочную запись и находит к нему файл формата .UEFI. Звучит намного проще, не так ли? Современным-то железом понятно. Давайте начнем с версий Windows, на которых работали, может быть работали, еще ваши родители. Как они загружались и какие этапы за этим следовали. Начнем с того, что первые версии Windows без DOS жить не могли. Если вы вдруг это забыли, Windows до определенного момента являлся оболочкой и своего рода приложением для MS-DOS. Запуск производится через файл win.com. Показывается логотип, во время загрузки подхватываются драйвера и ядро в виде бинарного файла. Но в таком простом механизме загрузки есть интересная реализация сплэш-скрина. В качестве примера возьмем, допустим, Windows 1.0. Запускаем и видим, что во время показа сплэш-экрана логотип Microsoft собирается из двух частей. Скорость так называемой сборки привязывалась к частоте процессора, и, как уже очевидно, на современных ПК, если кто-то каким-то образом извратится это запустить, то анимация пройдет со скоростью света. Так как происходит это чудо? Откроем Win.com через Hex-редактор, и что здесь можно увидеть? Различные текста, переменные и прочие моменты, что видели уже миллиарды раз. Логотип же начинается на 96C. По адресу 4C4F474F, что в переводе с хекса на понятный нам язык значит слово «лого». И далее за ним идет текст копирайта и... Bitmap. Не верите? Давайте откроем тот файл как сырое содержимое через GIMP. В настройках открытия выбираем двухбитовый формат цвета, или, проще говоря, монохромный, с размером 268 на 36. Немного подгоним и... О чудо! Перед нами появляются два логотипа компании. Если вы не заметили, то логотипы между собой чуть-чуть отличаются. Буква О и значок товарного знака сделаны интерлейсом, или же на русский лад через строчным. Дальше больше. Мы накостыляли программу, которая из нашей картинки сделает две интерлейснутые, как в оригинале. По факту нам выйдет обычный, ничем не примечательный файл, но открыв его в том же гимпе, мы получим картинку. Меняем хекс-код в исполняемом файле, сохраняем, проверяем. Вуаля! Это вам не делать программу, изменяющую один элемент групповой политики. Для этой демонстрации мы сами написали программу, ее исходники выложены на гитхабе, ссылка будет лежать в описании.
Вторые окошки тут без изменений, а вот с третьей винды уже присутствуют новшества. Во-первых, здесь уже в открытую показывается факт наличия картинки в файле, и во-вторых, тут поддерживается больше цветов. Картинка загрузки выполнена в 16 цветах вместо монохрома, да и простора для творчества тут побольше – 355 на 425. Более того, теперь это не просто так проявить, как раньше. Сама картинка начинается с метки 424D, что является самым обычным заголовком BMP файла. Только вот есть один вопрос. А зачем здесь нужен vj-logo.rle в папке с системой, если сам бутскрин находится в Wincom? Можно предположить, что этот файлик вшивается в Wincom во время установки системы. Для эксперимента я удалю из папки System тот самый файл и продолжу текстовую установку, как ни в чем не бывало. И в итоге, мое предположение, похоже, оказалось верным. Программа установки не может создать логограмму Windows в файле Wincom. При запуске системы каждый раз будет выдаваться надпись «Экран запуска Windows отсутствует. Для создания нового экрана запуска выполните еще раз программу установки». Кстати, во время графической установки того самого COM-файла пока еще нигде нет, он формируется в последнюю очередь, а подписка на канал всегда доступна. Огромное спасибо за поддержку. Также на YouTube появилась некая кнопка «Хайп». Интересно увидеть, как она работает на таких роликах. Если она у вас есть на мобильном приложении, то нажмите на нее и поддержите этот ролик для продвижения. Давайте попробуем, реально, почему бы и нет. Для смены картинки необходимо ее открыть в том же гимпе и во вкладке изображения выставить индексированный режим. Далее нужно указать, что наша цветовая палитра содержит лишь 16 цветов. Затем экспортируем изображение и выбираем формат Windows BMP с компрессией RLE и без информации о цветовом пространстве. На выходе мы получаем 4-битный битмап. Заполняем всю область от хедера BM до конца файла Wincom и вставляем туда нашу картинку. Результат впечатляет. С выпуском Windows 95 компания объединила DOS и Windows в единое целое, тем самым это стало называться операционной системой. Более подробнее об истории разработки Windows 95 можно посмотреть в этом мини-фильме у меня на канале, чтобы не повторяться, все в подсказке. Процесс загрузки здесь уже более адекватный и анимированный. Основные компоненты находились в главном файле MS-DOS io.sys, а экран загрузки был запрятан в logo.sys. И это не все. Экраны завершения работы тоже являются картинкой logow.sys и logoS.sys. В случае отсутствия этих файлов выводился обычный текст. Не буду никого обманывать, технически DOS вовсю существовал, и его задачей было обеспечение консоли во время работы системы и загрузка этой же операционной системы. Картинку экрана загрузки сменить не так легко. 320 на 400, 256 цветов. Анимация нижней полосы происходила через изменение цветовой палитры. Да, это уже не зависело от самой картинки, действие совершалось еще глубже, поэтому анимация не покажется ни в стандартном просмотрщике, ни в Paint, ни в любимом многими AC/DC32, а только при использовании в процессе загрузки Windows 98. И здесь есть хитрость. DOS во время запуска проверял наличие logo.sys не только по факту его нахождения на диске как файла, но и побайтово. Это было необходимо для выяснения типа загрузочного экрана и корректности его формата, сжатия картинки, смещения и анимации. В случае, если лого sys отсутствовал, то ядро DOS загружает картинку уже из IO.sys. А отредактировать I.O. так легко в случае с лого не получится. Тут применяется компрессия, да и существует GitHub репозиторий под названием IO7, который основан на наработках из grub4DOS, где разбирался процесс загрузки на основе Windows Millennium. Настолько приложить усилия, чтобы максимально продумать случай «а что если» ради какого-то одного экрана запуска, это очень круто. Чего не скажешь про ранние Windows NT подобные. Тут экрана загрузки вообще не было. Ну, как сказать, он есть, но не в таком привычном нам понимании. Здесь это просто текст с описанием загружаемой системы, количеством АЗУ и типом процессора на синем фоне. Windows NT с точки зрения устройства системы отличался от Windows 9X более чем полностью. Ядро, драйвера, подсистемы, приложения, загрузчик.
Интерфейс был абсолютно одинаковым, за очень редкими исключениями. Например, в NT 4.0 на панели задач не было иконок быстрого запуска, а большая часть приложения 98-й форточки работала из коробки. Загрузчиком являлся NT-Loader. Он хранился в файле NT-LDR, уже имел в комплекте к нему boot ini и минимальные ключи управления запуском системы, отключение видеоадаптера, ручной лимит памяти и режим отладки. А название файла — это просто сокращенное название загрузчика. Также для работы экрана загрузки используется файл bootvid.dll. С Windows 2000 ситуация стала намного лучше. Появился безопасный режим с поддержкой сети, логирование и прочие инструменты. Картинка экрана загрузки хранится в файле ntoskernel.exe. Его легко можно открыть тем же ресурс-хакером. Разрешение картинки здесь уже 640 на 480. Настройки цветопередачи и сжатия по сравнению с 3.1 никак не поменялись. Смотря на этот бутскрин, мне стало интересно, как тут двигается вот эта полоска. Исходное изображение же статичное. Для этого я по приколу набросал картинку, взял свою рандомную фотоработу, добавил красивый шрифт и старался не перегружать лишними элементами. И если вы думаете, что область с копирайтом и синей полоской никак не нужна, то это большая ошибка. Анимация полоски является сдвигом определенной области изображения. Кстати, цвет прогресс-бара адаптируется к картинке самостоятельно. Автоматически. Вот прям сам. В Windows XP практически все точно так же. Только появилась плавная анимация появления, и область с анимацией стала намного меньше. Оказывается, здесь не практически то же самое. Вот, допустим, я из NTOS-Kernel XP-шного извлек первую картинку. Если в 2000-й винде здесь уже был экран загрузки, то здесь мы видим черный квадратик. Открыв этот файл через HXD, вот, допустим, мы здесь напишем букву M вот так вот. Вот просто вот так вот. Просто вот так вот накинуть. Сохраняем этот файл. И открыв его, мы видим, что оно выглядит вот так. Вероятно, здесь таблица цветов скрыта, и это, скорее всего, на этом держится анимация, предположительно. Я так думаю. К сожалению, не знаю, как на самом деле. Если вы знаете, то подскажите. Но ничего в этом страшного нет. В Windows XP есть подобный трюк с логотипом загрузки системы, как на лого SIS. Для этого я сделал отдельный экранчик. Вот он. Windows XP. В Photoshop я его сделал в гимпе тоже, перевел в 16 цветов и тому подобное. Следовательно, я закинул этот файл в C Windows и подписал его как bootbmb. В boot.ini я добавил вот эти две команды. Вот, все-таки давайте теперь перезагрузимся. И вот результат работы. Начиная с Vista, вместе с новым интерфейсом и архитектурными улучшениями, которые могут, вероятно, встречаться даже сегодня, загрузка стала происходить по чутка иному принципу. С виду ничего вроде особо не поменялось. Но подумаешь, логотип убрали, оставили только прогресс-бар и прикрепили надпись Microsoft Corporation под ним. Но не все так просто, как может казаться. Появился Windows Boot Manager на замену NT-LDR из XP и прочих ранних NT-систем. Самым заметным нововведением здесь можно отметить возможность запуска каких-либо инструментов из-под загрузчика, например, диагностику памяти, хотя кроме нее тут выбирать по стандарту и нечего. Но сам факт. Эту функцию можно возвести в абсолют и добавить множество других инструментов до мелочных фишек. С дебютом Windows Boot Manager поменялся и принцип загрузки. Первым делом Boot Manager должен прочитать файл BCD, или же Boot Configuration Data. Он находится в зарезервированном системой разделе, предназначен для хранения данных об установленных ОС, их месторасположении и прочих параметрах загрузки. Вы можете сказать, что это очень сильно напоминает boot.ini из той же Windows XP, и будете полностью правы. Однако формат файла совсем другой. Если boot.ini читается любым простым текстовым редактором, то с BCD такое не получится. Придется либо пообщаться с консолью и синтаксисом BCD-Edit, что полезно, или через сторонние утилиты, например, EasyBCD, если нужно что-то решить быстро.
После того, как мы выбрали в списке систему, которую нужно запустить, начинает свою работу winload.exe, запускающий внутри себя само ядро OS и первичные драйвера, контроллеры, файловые системы и шины жестких дисков, USB и сети. Первичные драйвера очень важны для процесса загрузки, иначе все просто не заработает. Далее в дело идет запуск wininit.exe, а за ним чтение реестра и запуск служб. И если все швепс, то мы увидим мы увидим экран входа. С выходом Windows 7 экран загрузки стал более красивым. Появился анимированный логотип, надпись «Запуск Windows», а копирайт переехал вниз. Анимация логотипа Windows состоит из 105 кадров, 60 из которых показываются единожды, а остальные 45 идут циклично. Хотите с этим поэкспериментировать? Можно попробовать программу Windows 7 Boot Updater. Здесь разрешает нам изменить цвет фона загрузчику, добавить кастомную анимацию и указать текста, расположение элементов и много чего еще. Старый вариант экрана загрузки, к слову, здесь остался. Для его возвращения нужно через командную строку от администратора ввести эту команду и перезагрузиться. Такой экран загрузки мог появиться при запуске установки с DVD-диска или флешки, или если видеокарта слишком старая, и у той либо нет возможности отобразить картинку выше 1024 на 768, либо у нее очень мало видеопамяти. Такое применимо и к современным версиям Windows, даже в 11-й. В 2008 году даже существовал такой проект под названием MinWin, который менял экран загрузки, проверки диска и даже синий экран. Для каких целей было сделано это творение и зачем, неизвестно, но пускай будет. Забавный факт. Во время разработки Windows 7 в Microsoft прорабатывали различные варианты нового экрана загрузки. Изначально это были просто статичные картинки, но позже внезапно все стало анимированным. В одной из беток один из таких экспериментов остался в исходниках системы. Картинку эту можно увидеть, расковыряв системные файлы или просто тыкнув галочкой в системной конфигурации. Начиная с 8 и позже, дизайн стал максимально простым. Никаких анимаций, надписей и прочих вставок без необходимости. Появился режим восстановления, запускающий отдельный мини-дистрибутив Windows с инструментарием. Он обычно находится на одном из разделов жесткого диска. Из кастомизации тут можно изменить только логотип, да и это колесико, сделанное, кстати, в виде самого обычного шрифта. Учитывая, что нынешняя система запускается и из-под Legacy BIOS, и из-под UEFI, то есть два варианта смены картинки. OEM-производители пользуются этим и вшивают свой логотип, будь то производитель материнской платы или просто компания, установившая систему, а Windows во время загрузки это подхватывает и не меняет его на свой. Для компьютеров с UEFI это проще простого. Скачивайте Hack BGRT с GitHub и редактируйте splash.bmp в Paint по своему вкусу. Программа предоставляет множество методов установки своей картинки. Созданием отдельного элемента в списке загрузки EFI, перезаписью исходного загрузчика Microsoft и прочими методами. Программа работает от имени администратора, перед окончательной установкой просит проверить файл конфигурации и саму картинку. Создает отдельный элемент загрузки, подкидывает ему сертификат и результат на ваших экранах. В случае, если операционка запущена на Legacy BIOS, то логотип экрана загрузки хранится очень интересным образом. Идем по этому пути и видим файл bootrest.dll. Открыв его через тот же ресурс Hacker, мы не увидим папку с битмапами. Однако, переименовав этот файл с DLL на Vim и открыв его через простой 7-zip, мы увидим 10 картинок. 5 картинок QR-кода разных разрешений экрана, направляющую на страницу поддержки при эпизоде, и 5 картинок с логотипом Windows, показывающиеся на экране загрузки операционной системы. Заменой при таких условиях я ни разу не промышлял и не особо рекомендую, следовательно, не могу гарантировать корректность замены без последствий. Существует возможность сделать экран загрузки Windows 11 в стиле Windows XP. Установка легкая, есть некоторое подводное, впрочем, я все показывал в отдельном ролике когда-то очень давно, если кому интересно. И вот на фоне этого у меня появился еще один вопрос. Почему ПК, если он исправно нами выключается, по информации диспетчера задач работает днями без перерыва? Как это работает и вообще, как ПК сам выключается?
Обо всем по порядку. Начнем с того, что это все благодаря функциям гибернации и быстрому запуску. Гибернация отключается в настройках электропитания, но мне лично проще это сделать через команду от имени администратора. После чего гибернация и все связанные с ним возможности отключаются, а выключение компьютера и последующий его запуск становится более долгим по времени. Когда подается команда завершения работы Windows, запущенным приложением рассылается сигнал WM Query End Session, а в случае необходимости фиксации какой-либо несохраненной информации, операционка ожидает решения пользователя. На XP теперь программы могут не запускаться, а система выдаст ошибку – сбой при инициализации приложения из-за остановки рабочей станции. Далее идет завершение всего сеанса пользователя, служб и запущенных процессов, а само ядро уходит в гибернацию, записывая все данные из AZU в файл giberfile.sys. Это может занимать много места на диске, в моем случае почти 13 гигабайт при 32 гигабайтах AZU. Размер, само собой, у всех разный. А когда мы включаем ПК, все содержимое этого файла просто выгружается обратно в память, таким образом оставляя аптайм целым и нерушимым. Это очень удобно с точки зрения быстродействия, однако находятся и скептики данной фичи. В большинстве своем видел мнение, что такое категорически вредит SSD, но учитывая, насколько они стали совершенными, то не думаю, что подобное может как-то навредить нынешним твердотельным накопителям. Вот раньше не было твердотельных накопителей в потребительском обиходе, да и некоторые старые ПК не умели автоматически выключаться. Не, серьезно. Подаешь команду завершения работы, показываются связанные окна, и в конечном итоге выдается надпись «Теперь питание компьютера можно отключить». Она выводилась только в том случае, если ваш ПК не поддерживал технологию ACPI. Открытый промышленный стандарт с почти 30-летней историей и заменивший собой другой стандарт – APM. ACPI мог дать более глубокий доступ между системой, устройствами и BIOS. К примеру, при ACPI операционка могла полноценно управлять питанием компьютера, чего APM этого сделать не мог, так как некоторые моменты все равно управлялись BIOS. Да и не только электропитание. Через ACPI можно управлять спящим режимом, состоянием устройств и производительностью ПК в целом. Но на Windows 11 до сих пор можно встретить этот экран, спустя чуть больше 30 лет. Для этого нам нужно зайти в редактор групповых политик по этому пути и включить параметр «Не отключать питание компьютера после завершения работы Windows». Ныне наличие ACPI для Windows строго обязательно, однако этот экран никуда не делся, а наоборот, под стиль обновился. Только зачем? И что в итоге? Загрузка Windows – это не такой простой процесс, как может нам казаться. Каждый день происходит огромная цепочка процессов, которая готовит обычному пользователю его рабочую среду для начала работы за несколько секунд, и мы об этом даже не задумываемся. Меня очень удивило, как раньше разработчики при малых технических возможностях прибегали к креативным методам. Хранить экран загрузки в sys-файле или прятать его целиком в исполняемый файл как сырую картинку. Да что уж там, с теми же психологами и кучей людей тестировать новый интерфейс и при этом учесть все группы пользователей, это уже совсем другая история. Единственное, что мне не нравится в современном загрузчике Windows, это некоторая бесполезность режима восстановления. В большинстве случаев при автоматической диагностике ПК выдавало либо компьютер был запущен некорректно, либо средство восстановления не может восстановить ваш ПК. Надеюсь, чудо-сборщики не начнут серьезно менять экран загрузки, дабы подчеркнуть свое творение. Сторонние загрузчики, например, Grub, естественно, будут куда шире в плане кастомизации и сферы применения. Если не считать Linux-дистрибутивы, то как минимум его использует программа Ventoy. Такие дела. А что вы думаете об этом? Какая надежная для вас версия Windows? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это все, что я хотел показать на этот раз. Огромное спасибо за просмотр и поддержку канала. До новых встреч, не болейте и не скучайте, ведь компьютеры намного интереснее, чем нам это кажется.